Сотрудники зоопарка с большим воодушевлением восприняли новость о том, что их любимица, горилла по имени Нгала, вскоре станет матерью. Это событие обещало стать редким и значимым, ведь рождение детенышей у горилл в неволе происходит нечасто. Однако никто даже представить не мог, насколько необычным окажется этот день. Саймон, посвятивший большую часть жизни работе с животными, особенно с приматами, давно испытывал особую привязанность к гориллам. Эти мощные, умные и чувствительные существа всегда вызывали у него восхищение. Получив работу в зоопарке в Нидерландах, он быстро освоился, но среди всех животных его внимание сразу привлекла Нгала. Она родилась в дикой природе и к моменту их знакомства уже была взрослой особью с богатым жизненным опытом. Благодаря своему характеру и способности к взаимодействию с людьми, она легко шла на контакт, что делало общение с ней особенно ценным. Хотя основная работа Саймона заключалась в уходе за молодыми гориллами, он часто проводил время с Нгалой, наблюдая за ее поведением и взаимодействием с другими. Между ними постепенно установилась крепкая связь, которую замечали и другие сотрудники. Нгала отличалась дружелюбием, но при этом умела проявлять строгость, особенно когда речь шла о воспитании молодых особей. Со временем Саймон начал замечать изменения в ее поведении. Ранее активная и общительная, Нгала стала отдаляться, избегать контакта и даже проявлять агрессию. Сначала это казалось временным настроением, но когда ситуация повторилась несколько раз, стало ясно, причина глубже. Обсудив происходящее с коллегами, Саймон узнал, что подобные изменения замечали и другие. Решив разобраться, сотрудники обратились к ветеринару. Результат обследования оказался неожиданным. Нгала была беременна. Эта новость удивила всех, ведь никто не замечал признаков спаривания. Тем не менее, радость быстро взяла вверх. Впереди было редкое и важное событие. Для Нгалы создали максимально комфортные условия, увеличили пространство, снизили уровень стресса и обеспечили постоянное наблюдение. Беременность протекала спокойно, хотя некоторые признаки проявились раньше ожидаемого срока. С приближением весны стало очевидно, что роды могут начаться раньше. Нгала начала активно готовить гнездо и все больше времени проводила в уединении. Эти признаки не оставляли сомнений. Момент был близок. Однажды ночью сотрудники получили сообщение о начале родов. Все быстро собрались, понимая важность происходящего. Через несколько часов Нгала родила первого детеныша. Это было трогательное зрелище. Она аккуратно прижала малыша к себе, вызывая умиление у всех наблюдающих. Но вскоре ситуация стала тревожной. Нгала неожиданно отстранилась от новорожденного, оставив его на земле. Такое поведение противоречило естественным материнским инстинктам и вызвало беспокойство у сотрудников. Ветеринар уже направился к вольеру, готовясь вмешаться, но внезапно остановился. Происходило нечто неожиданное. Нгала рожала второго детеныша. Это стало настоящим шоком. Рождение близнецов у горилл – крайне редкое явление, а в условиях неволи подобные случаи практически не фиксировались. Вскоре стало ясно, что оба малыша здоровы. После этого Нгала полностью изменила поведение. Она аккуратно взяла обоих детенышей, начала заботиться о них и кормить. С этого момента тревога сменилась восторгом. Сотрудники наблюдали, как малыши растут и крепнут под внимательной опекой матери. Это событие привлекло огромное внимание. Зоопарк стал популярным местом, куда стремились попасть люди, чтобы увидеть уникальное явление. Саймон продолжил работать с гориллами, уделяя особое внимание Нгале и ее детенышам. Он не сомневался в правильности своего жизненного выбора. Для него эти животные оставались одними из самых удивительных существ, способных на глубокие эмоции, сложное поведение и настоящую привязанность.